православная Пасха. Мы приехали мыть машину, и самое интересное, что только мы. Все сидят, делают шашлыки. Возле костела. Мы с Сашкой чуть-чуть попали к себе в Беларусь. Ну вот куда обставить машину, Да. чтобы ее не поцарапать, я тут даже не представляю. А тут вот нелегально стоят машины, зато есть лоды. Когда планировали переезд в Познань, мои основные приоритеты были вот примерно в таких домах. Переехать мы еще можем тоже. Мне кажется, я никогда не брала с собой на работу. Тут сидит врач, там сижу я. Есть гражданство. Один из главных плюсов Лоди, ради которого даже некоторые переезжают 2, 3, 4 месяца, у меня за 1,5 даже меньше. Сегодня Пасха, православная, кстати говоря. Католическую мы уже отпраздновали. Православная Пасха. Мы приехали мыть машину. И самое интересное, что только мы уже стоим в очереди здесь. Мы сначала приехали... Мы поехали на одну мойку. Там 3 машины было, наверное, 2-3 машины в очереди. Мы поехали дальше, просто в другую точку, но по дороге увидели мойку. И по дороге увидели мойку, смотрим, здесь тоже 2 машины стоят в очереди, и решили остаться, потому что если мы поедем искать какую-то третью мойку, там может еще больше будет очередь. Я так понимаю, что все в эту Пасху католическую, православную. Ну, больше, наверное, никто не празднует. Конечно. Ну, поэтому все поехали мыть машины. И вот Сашка уже покрывает машину пеной. Мы тут с Чупироделко, ответственная миссия. Держим щетки для колес и чупсиком просто ждем. Миссия невыполнимая. Смотрите, как балдежно. Тут такая зеленая полянка, тут такой еще торговый центр небольшой, тут Kaufland. Ну, как бы торговый центр под открытым небом. Там Kaufland, вот тут. Еще какие-то магазины, если честно, я без понятия. L-Trox. Не знаю, это что-то разом беспечней. Даже не знаю, что это. Что, может, какие-то строительные материалы. Салон фирмовый, лужка, стеллажи, матрасы. Вообще красиво. Тут такой, знаете, район. Такой обычный спальный, 5-этажки. Аккуратненько все. Достаточно приятный, такой зеленый. Мне понравилось, что тут, чтобы нам просто не ждать, не смотреть, что там Сашка делает. Бегаем с Чупсиком по зеленой лужайке. Он довольный, как слон. Как всегда. Чупсик вообще самая довольная собака. Но он, видите, все время смотрит вон в ту сторону, где мойка. Он в недоумении, почему я его сюда отвела. Он как бы не особо без Сашки хочет тусить, играться. Все время в том направлении смотрит. Видите, сидит и ждет. Я думала, знаете, я его отведу, он будет тут вот классно гулять, палочки грызть. Ну, тут прикольно. Но Чупсик так не считает. Теперь Сашок чистит колеса. Все должно быть чисто. Ну, нам эта мойка, наверное, не очень, да, нравится? Ну да, меньше выбора и... Ну, вообще, нету такой щетки. Знаете, есть такая вот тут щетка, она как большая. типа... Вот она типа есть, но ее даже нету физически. Швабра, Да, типа вот да, такая да, щетка-швабра. Ладно, пойдем отсюда. Чупи. По химии что-то топтаться, не? Чупи, идем. Но тут ее нету. Короче, нам эта мойка не очень понравилась. Ну, такая. По-быстрому сойдет. Сегодня прям очень много кто приехал мыть машину. Ну и после того, как мы помыли машину, у нас вот такие ранчники. Сашка на Алиэкспрессе уже давным-давно заказал, когда такую машину приобрели. И вот так вот вытираем ее насухо. Мы пришли вот сюда, как я вам показывала, вот этот такой торговый центр, такие магазинчики. Просто на парковку она пустая. Вон буквально мойка, Сашка проехал. И вытираем. Мы тут приехали в интересное такое место для нас, но оно просто новое. Мы тут никогда не были, машину мыли, ну вы видели, машину мыли, думаем, заедем. Такой на карте отмечен парк, пси-парк для собачонков. Ну, тут парк, в котором есть огороженная площадка собачья. Мы, короче, приехали, а здесь, смотрите, как кайфово. Тут такой тусич, как нигде. Классная, зеленая, огромная лужайка, куча пуделей, разных собак, не только. Все сидят, делают шашлыки. Такой Возле костела. Да, возле костела. Такой кайф. Чупи вообще у нас
такой умничка, такой молодец, побегал на этой площадке собачьей. Вот костюм можно. Ну, парк показать. Подольский называется. Да, парк. Район Домброва. Угу. Мы тут особо никогда и не были. В целом прошлись тут по району, пока шли. Ну, такой он, конечно, уже такой старый, наверное, каких-то 70-х, 80-х лет постройки, но при этом ну, продуманная такая инфраструктура, что характерно для таких районов. То есть там вот эти типа дома быта, внизу какие-то аптеки, магазины, чего только нет. Все, что нужно, почта. Но при этом проблемы, конечно, с парковочными местами жесткие. Вот что нам не понравилось. Тут вот такие пятиэтажки, тут вот, ну, просто вокруг такой вот жилой район. И такое ощущение, что это вот просто город такой в городе. Ну, напоминает Тут всё есть. знакомые Да. районы. Ну, это ж похоже, как в советское Минск, в время, принципе. Вот в Минске очень ПРЛ. много таких советских районов. И знаете, это очень, ну, блин, балдежно. Ну, Вот мы живем сейчас в центре города на оседле. Ну, это вокруг даже не оседло. камениц. Это Вокруг один дом. камениц один дом, это не оседло. И там ничего нет. А тут вот прямо есть свой кайф в таких старых районах. Просто тут не только пятиэтажки. Ну. И Нет, когда, тут 9. когда выше этажка, то М. машин слишком много. Ну, это вот минус, конечно, в том плане, что тут нету парковочных мест, типа паркинга. Но это большой минус все-таки. У каждого может быть в семье может быть по Ну, 2 машины. есть трамвай, но при этом, да, если на машине, то сложно. Это что за красота? Почему я этого не видела раньше? Это какая-то Япония возле костела польского. Хотим вам показать атмосферу этого района. Мы с Сашкой, ну, как бы чуть-чуть попали к себе в Беларусь. У нас такой вайб. Я прям захотела, знаете, на выходные в Беларусь к родителям, да? Да Вот не, в не на Минске- выходные, но Ну, хотя бы. понятное дело. Но вот в Беларуси, в Минске, когда мы тоже постоянно куда-то ходили, гуляли с Сашкой, там вот этих парков, тоже таких зеленых зон, достаточно много. Среди таких пятиэтажек. Тут очень классно. Где мы находимся? Ты говорил парк? Домброва. Там. И вот надпись «Млода Домброва», а мы живем на старом виде. Район Домброва, парк Подольский. Очень Парк классно. вообще зашел. Да, нам очень. Мы сюда приедем. Да что, точно. тебя никто не видит. Он реагирует на собак, На которые собак. в 100 метрах от А я него. показываю еще детскую площадку. И чупик. Посмотрите, вот. Он любит лежать и ждать Но в я не засаде. успела заснять. Ну, Он вот эту вот засаду постоянно. любит. Я, кстати, не вижу, чтобы другие собаки так делали. А еще Чупсик у нас очень хороший парень. Он не агрессивный, ничего. Но вот сейчас вот мы были на площадке детской. Детской. Ну, детской. Ну, да. Собачьей площадке. Мы, кстати, вот только для этого и приехали. Она, я не знаю, может, мы когда-то в другой раз приедем, и никого не будет. Мы просто хотели заснять, но там очень много было людей, собак не хотелось бы. И знаете, там столько мечей. Сашулька, скажи. Там все, там писсуар, Ну, писсуар даже есть. Писсуар, есть, Вода, песиков. вода, Да. мечи, игрушки, все в доступе. Все Да. сразу Ну, предоставлено. вот, и дальше вот моя история. И там, получается, такие собаки были вот маленького размера, как Чупсик. Ну, Чупсик такой, знаете, мячик поносить, попрыгать, вот такое. Умный, хороший парень, добряк. И тут к нему подошла собака, и они, наверное, не поделили мячик или что. И Чупсик первый раз за себя постоял. Сашка, ты был Да в может шоке? не первый, что так сразу. Я не помню, чтобы он... Да он, Он обычно ну, не был в просто, таких ситуациях. просто в таком виде к нему может никто... О, лежит. Все, я не успела. Я не помню таких ситуаций. Может, она была давно. Ну, на Миленова. Никогда не агрессирует. Он как бы убежит обычно, а тут он прямо огрызнулся. Я, конечно, сразу как мать. Ты на кого нападаешь? На мою собаку? Ну, Чупсик это... Сам огрызнулся. Типа, отойди. Обычно он просто убегает. Тут он показал характер. И вот столько машин. Вот видите, они везде стоят. Нету парковочных мест. Ну, понятно, что в каждой квартире есть, наверное, машина. Негде просто поставить свою. Например, если бы мы тут снимали, вот, например, если бы мы тут снимали вот в каком-то таком районе, конечно, классно, типа, с Чупиком гулять, выходить, вообще балдежно, все есть. Магазины, аптеки, стоматологии, я не знаю. Ну, просто своя отдельная жизнь в этом районе. В гости собрался. В гости собрался. Но вот куда поставить машину, Да. чтобы ее не поцарапать, я тут даже не представляю. Мне тут кайфово. Очень кайфово. Мне кажется, вот
Сюда, конечно, еще такая погода сегодня очень хорошая, располагающая. О, блин, мы гнали на этот район, а тут, смотрите, есть гаражи. Но тут Ну их так мало. Да, А действительно. домов вон во всей округе. Чтобы вы понимали, вот Это тут все нелегально. ходник, как бы люди ходят, а тут вот нелегально стоят машины, зато вон есть лоды. Ну, балдежно. И вот мы для себя, когда искали квартиру, почти сразу отметали варианты, где нет паркинга. Потому что, ну, я не представляю вот реально, как тут искать место, как тут бороться с этим всем, как не поцарапаться. Ой. Что идет к воде? Говори. Нам было важно иметь свое конкретное прописанное место. Да. Ну, это, блин... Да, ну, тут много инфраструктура важно, есть, да. типа все такое. Ну, мы когда Возможно, раздумывали, здесь и дешевле. ну, не всегда. Ну, блин, еще хочется, чтобы вблизи от работы, это очень далеко от работы. Ну, я не знаю, трамвай. Ну, так трамваем все равно, что Не, ну трамвай, дальше, трамвай, дальше. можно и час ехать трамваем. Я так сейчас не особо ориентируюсь, как это. Ну, дальше, Я в шоке, понятно, что от тут работы. колонка есть. Ну. Воды свежей. Прикольно, да? Я же захотела набрать воды попить с колоночки. Она, наверное, вкусно, капец. Вот насчет таких еще оседлей, типа, ну мы, когда опять в очередной раз рассказывал о своих планах неудавшихся, когда планировали переезд в Познань, чтобы более-менее вмещаться в какой-то бюджет, наверное, мои основные приоритеты были вот примерно в таких домах, пятиэтажках там или 9. Там есть несколько таких оседлей, больших, огромных, прям, не знаю, там десятки домов. Я уже сейчас не вспомню, какие районы были в приоритете. Ну, короче, вот, там трамвай быстро идет, по-моему. И мы уже почти... Вот мы думали, весной поедем смотреть уже жестко эти районы, оседля, выбирать примерно... Ну, выбирать, хотя бы Ну, для определиться себя с какими-то что-то. районами, улицами, чтобы уже потом... Ну, и тяжело искать удаленно квартиру. Без возможности Ну, приехать. очень, да. Ну, мы, допустим, Поэтому могли мы бы в думали, какую-то мы субботу, съездим, да, на пару дней. типа посмотреть на выходные, узнать. да, поизучать хорошо все районы, выбрать для себя конкретные локации, которые бы мы уже рассматривали именно в объявлениях. Но Ну, планы не случилось. поменялись. И мы остаемся тут. Жестко остаемся. Не, ну, как будто должно быть хорошее решение. Мы здесь себе можем позволить намного больше, намного ближе к центру. Да, может, город не такой прикольный. Но он- Переехать мы еще можем тоже. Мы уже все привычно, все у нас... Но мы- Ну, реально есть развитие, и мы участвуем в этом развитии своими налогами. Не, ночь Свои сейчас плюшки очень есть. круто развивается. Вообще даже врачи, с которыми там знакома, многие уже купили и покупают в недвижимость. И... Ну, врачам им-то проще легче всего легче сейчас. купить недвижимость. Значит, Врачи даже сейчас один врач сказал, новые... раньше бы лет 10 назад я бы точно тут не оставался, а сейчас я даже купил себе недвижимость и собираюсь оставаться. Вот так вот, дословно вам перевожу. У нас были разговоры. Блин, тут классно. Ну, насчет врачей, это сейчас самый такой высший Блин, класс мне- считается. Ну, это вот так и должно быть. Ну, потому что программисты уже все уходят на второй план. Ну, этот кризис уже давно начался, несколько лет назад, но Сашка еще держится на своей работе. Дай бог так и будет, ребята. Этот костел вот так вот выглядит свысока, как будто, я не знаю, это какая-то вилла какая-нибудь. Ну, такой какой-то Форт Боярд. Красивое что-то такое, как будто он на отдельном острове. Ну и быстренько вам покажу вот это ограждение. За этим ограждением вот собаки бегают. Здесь, конечно, офигенский. Ну, часто он вообще овчарка, он большие собаки. Так что мы еще с Чупсиком успели быть, когда были маленькие собаки. Это была только половина парка. А вот сейчас мы уже на второй половине Ну парка. да, это И вот тот же встречает парк. такая но- красота. Сегодня погода вообще. Сашулька. Так круто, что ты нас сюда привез. Такой молодец. Ну, еще поизучаем, я думаю, Да. много чего нового. Кстати, нам кто-то писал, типа, ой, в Лоде так много парков, всякого такого. А мы на Бавательской живем. Где парки? Ну, там, конечно, да. Ну, Где вот парки? мне нравится, А тут вот реально много есть всего. парк на Млынку, М. Ставы Яна, там, где вот эти пруды, где есть катамараны, каяки, прикольные. Там мы были. Там пляж такой даже есть. Ой, я не могу, я засмотрелась. Вот честно, вот лучше природы, лучше самой природы
Никто не сделает такие красивые пейзажи, не? Ну, вот все чаще мысли такие, Да. что если путешествие, то в какие-то природные места, а не в столицы городов, ну, в столицы стран, города большие. Уже не так это интересно. Я не могу насмотреться. Это очень красиво. Особенно вот так вот, когда стоишь. Невероятно. Природа такая умная. Она все знает и без нас. Как, что делать, когда цвести, когда, не знаю, расцветать, когда менять свой окрас, когда падают листочки, мы тоже это все она знает. И без нас она все решит, свои проблемы, свои дела. И травка уже зелененькая. Мне кажется, я никогда не брала вас с собой на работу. В детстве я так любила ходить с мамой на работу. Там была такая вкусная столовая. Мне кажется, я только ради нее туда ходила. Перфекционные блинчики. Я их до сих пор помню. Представляете, с детства мне так запали эти блинчики в душу. Я помню, я приду и говорю: мама, дай мне, пожалуйста, денежку. Я схожу в столовую за твой счет, конечно же. Отъем себе щеки. И мама мне давала денежку. Я шла такая взрослая в столовую, покупала все, что мне нужно. Благополучно съедала эти блинчики. И шла обратно к маме, да, вот в кабинетик такой. И сидела, бумажки перебирала. Такая важная тетечка. Поэтому я сегодня вас тоже взяла с собой на работу. Я пришла очень рано. Мы начинали с 9. Я пришла намного раньше. Но я это сделала целенаправленно, потому что мне нужно подготовить очень хорошо сегодняшний день. Рабочее место у меня сегодня эндо, 3 эндо, 2 захо. Вообще работаю сегодня с доктором, который работает только под микроскопом. Когда все уже, знаете, заранее подготовлено, то тогда легче мне самой. Поэтому я прихожу раньше. Не только я, многие девочки, когда так вот работают с каким-то врачом, который любит делать много эндо, тогда классно, когда все заранее все подготовлено. Вот. Могу вам показать немножко кабинет, где я работаю сегодня. Вот сам микроскоп. Тут мы сразу делаем фото пунктовое. Вот, тут сидит врач, там сижу я. Кислотенок. Концовки сейчас заложены. Я только пришла. Вот сейчас буду подготавливать кабинет. Ну и вот, я все нашиковала плюс-минус. Такой беспорядок. Еще и тут кофердам сделала. Все. Осталось там кламры положить. В принципе, у меня все готово. Вот такая у нас скучная работка. Вот я стою на новой кухне, и захотелось мне что-нибудь такое приготовить. И думаю, заодно запишу рецепт. Мы недавно смотрели со Шулькой тиктоки, и там нашли такой прикольный, легкий рецепт кекса. Если честно, я вообще не очень люблю готовить что-то тяжелое, что-то долгое, то, что у меня займет даже часа полтора, я, скорее всего, зарезигную и не буду это готовить. Но тут я захотела приготовить этот кекс, потому что он действительно несложный. Ингредиенты очень простые. 3 вот таких вот банана, как раз у нас вот лежали бананы, они вот должны быть такие переспевшие. 3 яйца, творог. Тоже обязательно. Нужно 400 грамм. Но у меня есть в холодильнике только 250. Я думаю, что сойдет. Потом вы кое-что увидите. То, что уже давным-давно у меня, пару лет, белорусский какао. Это где когда-то посылку делали, белорусский какао передавали. И вот я только его... Сразу понятно, что я редко готовлю выпечки. Я его, если только что-то там экстра готовлю такое, где нужно какао, то я там добавляю. Но тут нет никакой проблемы в Польше найти тоже такое какао. В общем-то, у меня еще белорусский остался. Понадобится пару ложек сахара, пару ложек крахмала картофельного, там написано кукурузного, но у нас нет кукурузного, поэтому будет крахмал, ну и пару ложек муки. Давайте я вам покажу, как это готовить легко и быстро, ну и сама миска. И нужен еще будет блендер. И сама форма, я ее уже подготовила. В принципе, мне очень нравятся такие рецепты, где нужно все позакидывать в миску, просто взблендернуть. В рецепте написано, что 30 минут в духовку можно отправлять, поэтому я с удовольствием сейчас сделала нам кекс. Теперь будем делать часть 2.
Это уже творожная часть. Это еще такой ППшный десерт на самом деле, потому что тут чуть-чуть сахара, а саму сладость в основном дает банан. Вот. Я не знаю, как получится, вкусно или нет, я делаю это первый раз, но рецепт легкий. Если мне понравится, то, возможно, в будущем я буду тоже такие кексики готовить, потому что выпечки я люблю. Выпечки я люблю, как и любой человек. Я уже, сейчас покажу вам, первую часть шоколадную я залила вот в форму, решила сделать через папер вот такой. Потому что потом отмывать эту форму не хочу. А так уже будет готово. И будем готовить вторую часть. Ну и отзыв на это чудо кулинарной мысли. Ну выглядит как, наверное, надо показать. Давай покажем. Потому что вкус сомнительный оказался. Даже не окей. Для меня окей. Мне не окей. Ну это такое какое-то вкусное, не знаю, банановое, творожное. Видите, там нету пористости такой. А нету пористости, потому что там нету там ни же соды. творог, банан. Ну да. Ну, как бы, если это реально низкокалорийно там и все такое, меня устраивает по вкусу. Понятно, что вкуснее наверняка что-то такое интересное. Сырник намного вкуснее. Но готовить сырник вкуснее. делать можно, но мы вряд ли будем повторять. Такой Не, мы отзыв. даже не будем точно это повторять. Ну, Лучше какой-нибудь банановый кекс сделать просто. Ну и на концовку закончим хорошей новостью. Мне дали децизию, я ее забрал в первый же день. Есть гражданство. Ура! Это супер новость. Ну, на самом деле... И вот прикол в том, что вот мы как-то, наверное, даже об этом не задумывались и нигде не обсуждали. Но фактически один из главных плюсов Лоди, ради которого даже некоторые переезжают, мельдуются, это подача на гражданство. И, ну, я слышал, что там 2, 3, 4 месяца, у меня за 1,5 даже меньше, но... Класс! Это, не знаю, это круто. Это Правда, очень еще круто. есть много дополнительных шагов, но я успел до истечения своего белорусского паспорта, что круто. Да, у Саши Нам нужно заканчивался получить паспорт. довод. Я записался на подачу через неделю, потом месяц где-то ожидания, ну и все. И все. Проблема больше в Олиной ситуации. Мы опять отправили письмо, ксерокопии, все такое. Обновляем статус. Я все еще жду свою карту по быту. Фиг знает, где она. Там, лежит, я на надеюсь, какой полке пылится. Просто как бы меняется основание с этим изменением. Надеюсь, оно не обнуляет прогресс того дела. Короче, так. Если оно обнуляет, Плохо. то нам писалось, ребят. Ну, это мы узнаем потом. Угу. А пока что вот такая информация. Если кто-то интересовался, то да, в Лоди быстро, обычно. Угу. Если Это вы на офигенный БВТ-сто плюс. подаете, да. Ну и... Ну все на этом. Всё. До следующих видео. Пока-пока.